Топ-5 альткоинов, которые сделают вас богатым. В этом видео поделюсь своим топом альткоинов, которые я рассчитываю, которые дадут большие иксы, и обосную, почему они вырастут. Поэтому обязательно смотрите видео до конца. Поставьте ему лайк, подпишитесь, а мы погнали! Перед началом видео настоятельно рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, который называется Bendy Gang, ведь тут публикуется самая топовая информация по криптовалюте, мое мнение по рынку, что я делаю, что я думаю, голосовые сообщения, новости и многое другое, поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка находится в описании. Итак, не будем тянуть кота за яйца, сразу переходим к рынку, к альткоинам, которые лично я накапливаю. Первое место это LDO. Токен Lido Finance. Что это за токен? Это токен платформы стейкинга эфириума. Одна из самых крупнейших платформ стейкинга на эфириуме. Платформа Lido занимает второе место среди всех протоколов на сети эфириум с TVL около 14 миллиардов долларов. TVL это что? Заблокированная стоимость, то есть количество денег в сети. А цена на токен, знаете что? Она укатывается. Но это значит, что деньги поступают, киты накапливают, обычные ритейл-игроки не покупают и продают токен. Можно посмотреть саму платформу, посмотреть, как растет TVL. И как вы видите, TVL тоже с годами у нас растет, да, у нас сейчас коррекция, он опускается, но в любом случае 13 миллиардов долларов, жесть, на пиках было 36 даже, а тут вообще было почти под 40 миллиардов долларов в одном протоколе на эфириуме. График у нас очень красивый, он двигается в одном диапазоне, я отметил его верхней и нижней границей. Это у нас 0.45 и 3 бакса 77 центов. И в этом диапазоне, вероятнее всего, киты накапливают позицию по данному токену. Если посмотреть вот так вот, то мы видим, что это просто накопление, и обычно после таких накоплений у нас идет памп. Мои цели по данному альткоину. Это отметка 7 баксов, это минимум, откуда может выйти данный токен из накопления. Следующая отметка это 10-12 долларов, обозначил я их по Fibonacci. Берем, натягиваем фибу от пика до лоу и смотрим цели по Fibonacci. Видим, что как раз таки 3.618 и 4.236 уровень по Fibonacci, они совпадают с целями 10-12 долларов. Это такие среднесрочные цели, то есть самая краткосрочная цель это 7 долларов, и среднесрочные цели 10-12 долларов. С текущих отметок, если мы дойдем до 7 баксов, это у нас рост на 950%, если до 10 долларов, это у нас рост на 1500%, и 12 баксов, это у нас рост на 1700%. Поэтому думайте, как бы думайте. Накапливать ли токен сейчас? Да, а сейчас отличные возможности, чтобы накапливать данный токен. Не финансовая рекомендация, лично я его покупаю, сейчас активно накапливаю, я его покупал и по $1.80, и по 2 бакса, и здесь по доллару покупал, и по 60 центов, вот сейчас накапливаю, поэтому я буду продолжать его покупать, несмотря на его снижение. Даже если мы обновим лоу, выйдем за нижнюю границу накопления, я все равно продолжу его накапливать, потому что токен очень перспективный, огромное количество денег в экосистеме лежит. Если примут стейкинг на эфириум ETF, то этот альткоин улетит в космос, потому что это у нас протокол стейкинга на эфириуме, поэтому в любом случае стейкинг на эфириум рано или поздно примут, и рано или поздно LDO улетит в стратосферу, поэтому я сейчас активно накапливаю данный альткоин. Переходим ко второму токену. Второй токен Aptos, еще один из моих любимчиков. Все альткоины, которые я перечисляю в данном видео, я их все накапливаю, все покупаю. И в Aptos у меня лежит большая сумка, у меня 15% портфеля лежит чисто в Aptos, я очень верю в данный альткоин. И график у нас точно такой же на накоплении, ходим в одном диапазоне, есть верхняя граница в 20 долларов и нижняя граница в 3 доллара. И если Aptos спустится до 3 баксов, я буду еще раз его покупать. Я его покупал по 6,5 долларов, еще вот здесь вот, видел памп, но я не продавал и продолжу накапливать данный токен, потому что мои цели находятся, даже они вот здесь вот отмечены, это вообще минимальная цель, откуда может выйти Aptos с этого накопления, это 37 долларов 70 центов. Но мои цели, отметка 80-100 долларов, это среднесрочная цель, долгосрочная это 150 плюс баксов. Почему я верю в Aptos? Потому что это один из самых сильных проектов в криптовалюте по партнерствам. Сотрудничает с Google, с Microsoft, Alibaba, MasterCard и рядом других компаний. Они строят Web3 экосистему, кошельки, платежки, они работают с AI, с токенизацией, поэтому Aptos имеет корни в разных отраслях криптовалюты, и причем его поддерживают топовые фонды, тир-1 фондов, в него проинвестировало 6 тир-1 фондов, и экосистема продолжает развиваться, TVL растет, новое партнерство с SK Telecom, запустили ETP на Aptos. ETP на Aptos это как ETF в Америке, то есть вы можете на фондовой бирже покупать только в Европе, то есть Aptos можно в Европе покупать на фондовой бирже. И это все продолжает развиваться. Также уже подавала заявка на ETF на Aptos от компании, не помню какой точно, но на Aptos уже есть заявки на ETF. Да, вероятнее всего ее примут не скоро, но в любом случае у этого альткоина очень огромные перспективы, так как проект максимально мощный по партнерствам, он развивается, TVL растет, то есть заблокированная стоимость, то есть деньги в экосистему текут, и поэтому этот проект имеет большие перспективы улететь на отметку 80 долларов. Опять же, минимальная цель это 37 баксов, то есть из этого накопления просто вышли вот сюда, это 37 баксов, минимальная цель. В любом случае токен выглядит у нас в накоплении, и обычно после накопления идет памп.
поэтому я продолжаю удерживать. И при отметках 3 бакса буду еще докупать токен Aptos. У меня все Aptos лежат в стейкинге. Благодаря этому я получил airdrop токена Amni. Я об этом рассказывал себе на канале, поэтому те, кто подписан на мой канал, тоже получили airdrop за стейкинг Aptos. А мы переходим к третьему альткоину. Третий альткоин это Ondo. Он у нас из разряда токенизации активов. Как вы видели, все токены в сегодняшнем видео, они все разные, из разных нарративов. И еще 2 токена новых, которые я скажу дальше, они тоже будут из разных нарративов. Но сейчас у нас Ondo. Ondo это токенизация активов. Этот очень тоже мощный проект по партнерствам. Они работают с Franklin Templeton, с BlackRock. Это самая крупная инвестиционная компания в мире, которая под управлением более 11 триллионов долларов. Это просто огромные бабки. И этот проект сотрудничает с институциональными инвесторами. Сейчас отличная возможность, чтобы докупать. Я лично сейчас только начал накапливать, то есть я не покупал здесь, когда все говорили, Ondo, топ, там, вау, круто. Я начинал накапливать здесь, когда мы получили неплохую такую коррекцию. И уровни, на которых я буду еще докупать, отмечены на графике. Это 0.57, то есть 57 центов, 39 центов и 20 центов. Это вот зона, где я буду еще докупать токен, если мы сюда спустимся. График выглядит просто отлично по сравнению с другими альткоинами. Если другие альткоины у нас график перевернутый, то есть мы вниз так спускаемся, то Ondo, наоборот, у нас лои повышаются, хаи повышаются, мы находимся в восходящем тренде, даже несмотря на эту вот коррекцию. Сейчас мы пробили трендовую линию, поэтому мы, возможно, можем спуститься в зону 57 центов, где я буду докупать данный альткоин. Если спустимся еще ниже, на зону 39 центов, я буду тоже его докупать. Альткоин у нас новый график с 2024 года, поэтому у него очень большие перспективы, и он еще себя не реализовал. Минимальная цель с текущих это отметка прошлого пика. Далее следующая цель это зона сопротивления, трендовая линия, которая построена по этим двум пикам. И выше он уже может лететь просто в стратосферу. Можно по Fibonacci померить и посмотреть примерные уровни, куда может прилететь данный альткоин. Ставим Fibonacci и смотрим, куда можем мы перейти. Это у нас зона 3 бакса. Потом зона 4,70 долларов, 6 долларов 23 цента и зона 7,20, 7 долларов 20 центов. С текущих, посмотрим, на сколько это процентов рост, если берем максимальную цель, это 800% роста. Да, это там не 1000, как было там с LDO, но в любом случае он там может показать хороший результат, тем более, что токен очень перспективный, с огромными партнерствами и с красивым графиком. Поэтому проект развивается, я в него тоже начал инвестировать и буду дальше докупать данный токен. А мы переходим к следующему, 4-му токену. Следующий токен тоже один из моих любимчиков, это DYDX, это у нас децентрализованная биржа, это одна из топовых децентрализованных бирж, и они недавно запустили выкуп токенов, то есть команда будет на часть комиссионных выкупать свои же токены. И это очень буллиш, потому что, естественно, эмиссия с рынка забирается, токенов в рынке становится меньше, и это может поспособствовать дальнейшему росту цены. Сейчас мы находимся в накоплении, у нас был памп в 2021 году на альтсезоне, и график у нас идет отлично в накоплении, где я свою позицию накапливаю. Я покупал его и по 3 доллара, и по 2, и по 50, и вот сейчас вот недавно докупал. То есть я накапливаю позицию, у меня средняя цена около 80 центов. Вот здесь вот. Не самая лучшая точка входа, но опять же, ребят, дно поймать самое, никто не знает, где у нас дно. Мы хоть и пришли к нижней зоне накопления, но мы ее пробили и торгуемся сейчас здесь. У нас отличный объем по токену, токен у нас накапливается, отбирается, топ-100 кошельков накапливают данный токен. И у меня цели, минимальная цель это 0,5-0,6 уровень по Fibonacci, это так называемый отскок дохлой кошки. С текущих это рост на 2500%. Это очень большие иксы, и если токен сюда дойдет, то я буду скидывать большую часть своей позиции. Также как цель можно рассмотреть прошлые пики вот этого накопления, но опять же, это все зона накопления, если вы хотите, то вы можете здесь забрать вложенные, но все-таки большую часть сумки я бы держал до отметок хотя бы вот этот вот уровень по Fibonacci 0,382, хотя бы вот сюда вот отметку 11 долларов, и я бы тут тоже разгружал часть сумки, ну и большую часть сумки я бы разгружал здесь и оставил какие-то токены на перехай, потому что мы вполне вероятно можем полететь дальше на 27 долларов. Вы прикиньте, какой-то рост с 50 центов до 27 долларов. Это, конечно, очень вау. Маловероятно такой рост, что случится. Но все может быть, так как токен в 2021 году уже стоил 27 баксов. С текущих это рост на 4500%. Вау. Иксы огромные. Токен я накапливаю. DEX биржа. Отличная DEX биржа. На ней ребята торгуют. У них есть пользователи. У них есть откуп токенов. У них есть партнерство. Поэтому проект будет жить. И я в него очень верю. Также по техническому анализу тоже все красиво ложится. Поэтому токен DYDX, 4-й токен в данном списке, а мы переходим к последнему, 5-му токену. У нас были DEX, у нас были стейкинги, у нас были RWA, и теперь у нас AI. Это Arcan. Это AI-аналитическая платформа, которая собирает данные по блокчейну и выдает вам в удобном интерфейсе, где вы можете посмотреть информацию по кошелькам, что они делают, какие токены продают, какие накапливают, куда переводят. И все это можно смотреть на их платформе. Также они запустили свою биржу, где, вероятнее всего, будет токен Arcan использоваться. И это может дать буст, огромный буст данному токену, потому что вы можете сами посмотреть на токен BNB, биржи Binance, на токен GT, биржи Gate.io, на токены других бирж. Они себя чувствуют просто прекрасно. Они, кстати, падают гораздо меньше, чем другие альткоины.
Поэтому, когда эта биржа будет полноценно запущена, сейчас она в бета-тестировании, и те, кто крутит там объем, получают airdrop. Потом, когда эта биржа запустится, это может дать огромный рост данной монете. Моя точка входа около 0.9. Сейчас токен торгуется по 40 центов, и мы пришли как раз таки к зоне проторговки прошло перед этим пампом в 2024 году, когда у нас был хайп AI токенов. Поэтому я ожидаю дальше роста от этого проекта. Он в себе собрал несколько нарративов, это AI плюс токены биржи. Если они придумают, как использовать токен на бирже, а это в любом случае большинство бирж свои токены используют там в всяких программах Bounty, где раздают награды за то, что вы стейкаете токены, поэтому это даст огромный рост данному токену. Сейчас отличные цены, чтобы покупать, и как минимум можно ждать отметок прошлого пика. Это с текущих, давайте посмотрим, на сколько процентов рост. Бам! С текущих это на 800% рост. Уже неплохие иксы, которые можно забрать. Вложенные можно забрать на этой отметке, либо просто при x2 забираете вложенные и дальше чилите с бесплатными токенами, ну, грубо говоря, бесплатными токенами. Поэтому токен Arkham это 5-й токен в моем списке токенов, которые я держу и которые дадут большие иксы. Но если вы хотите получать самую топовую информацию, обучаться криптовалюте, трейдингу, то у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Здесь собрана огромная база платных курсов. Эти курсы стоят десятки тысяч долларов. Вы это все получаете, вступив в криптобазу от разных топовых трейдеров. Можете посмотреть вот на экране. Тут, блин, просто обучаться можно годами всему этому. Также есть у нас чатик, где мы общаемся, есть сигналы по трейдингу, есть вкладка новости, где даются актуальные новости по криптовалюте, есть вкладка инвестиций, где я делюсь, что я покупаю. Вот видите, токен MNT покупал, LDO, про который я сегодня говорил, покупал, Ethereum покупал. Вот в этой вкладке делюсь всем, что я делаю, также своим портфелем. Есть вкладка сливы с других приватных сообществ, где я делюсь информацией с других приваток, что там люди делают. Вкладочка образование, где публикуются полезные видео и статьи по криптовалюте и много другое. Поэтому те, кто хотят обучаться криптовалюте, зарабатывать вместе с нами, вступайте в криптобазу, по ссылочке в описании можно перейти и ознакомиться, как туда попасть. Ну что, вот такое вот видео получилось. Через годик посмотрим, что дадут эти токены, будут ли иксы, будет ли вообще альтсезон. Я считаю, что он будет, и что все вот это, то, что сейчас происходит на рынках, Трамп, пошлины и все, что это делается для того, чтобы заставить ФРС снизить ставку и начать печать денег, которая так нужна рынку, чтобы была новая ликвидность, новый приток капитала, и, соответственно, деньги поступают в рынок и все накачивается. Поэтому сейчас отличные цены, чтобы покупать. Вы сами видели, большинство альткоинов находится на дне. Лично я покупаю и делюсь своими действиями на данном канале. Я делаю ставку на рост, и я делаю ставку своими деньгами. Что делаете вы, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Ставьте видосику лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!